Здравствуйте, друзья! Меня зовут Виталий Голицын, я бизнес-тренер, и в этом видео вы узнаете все о продажах по телефону. В этих условиях, в которых мы сейчас с вами оказались, несомненно, дистанционные продажи, они в очень многих сферах сейчас занимают главенствующую роль, и именно в этом видео вы узнаете о том, как построить правильное взаимодействие с клиентом, когда мы общаемся с ними через этот дистанционный канал. При этом это видео будет полезно всем, кто работает с телефоном, кто осуществляет холодные звонки, кто принимает входящие звонки от клиентов. И здесь мы с вами рассмотрим новейшие техники, технологии продаж и скрипты продаж по телефону, которые помогут вам улучшить это взаимодействие. Также я рекомендую вам досмотреть это видео до конца, потому что в конце вас будут ожидать от меня очень интересные подарки. Ну и если вы еще не подписались на мой канал и не поставили колокольчик, обязательно это сделайте. Ну а сейчас давайте с вами рассмотрим 10 интересных методик, которые позволят вам улучшить продажи при взаимодействии с клиентами по телефону. Первое, на что мы должны с вами обратить особое внимание, когда работаем с клиентом по телефону, это, конечно, на наш голос, потому что это единственный коммуникативный канал, за счет которого мы можем оказывать на клиента хоть какое-то воздействие. И здесь мы выделяем три основных аспекта. Это, конечно же, тембральная окраска нашего голоса, это интонация или невербальные характеристики и темп речи, с которым мы разговариваем с клиентом. Что касаемо первого аспекта, это тембра вашего голоса. Но здесь повезло тем, у кого изначально тембр голоса более низкий, потому что проводили исследования, в котором доказали, что более низкий тембр голоса является для человека более приятным и убедительным. Поэтому можно тренироваться и вырабатывать у себя данную тембральную окраску для того, чтобы она помогала вам продавать. Ну и следующие два аспекта. Это наша манера, интонация и темп, с которым мы общаемся с клиентом по телефону. Здесь мы выделяем очень простую технику. Чем более похожими вы будете на клиента в этих аспектах, тем больше у вас будет шансов на продажу. Но действительно, если клиент говорит быстро, и вы с ним разговариваете быстро, вы с ними будете на одной волне. Если клиент говорит медленно, вы говорите медленно, он тоже будет легко усваивать вашу информацию. Поэтому здесь действует метод простой подстройки. Ну а вообще я считаю, что наша невербалика, она, конечно, зависит в первую очередь от нашего внутреннего состояния. Об этом нужно помнить. Поэтому, если вы уверены в своем продукте, если вы позитивно настроены, то и с невербаликой у вас не будет никаких проблем. Ну и также здесь нужно помнить о том, чтобы у вас была правильная поза, когда вы сидите за столом или держите вашу трубку, потому что та поза, в которой вы находитесь, и даже та мимика, с которой вы осуществляете телефонный звонок, тоже влияет на его качество. И второе, на что мы должны обратить с вами внимание, это, конечно, то, как мы будем наш с вами голос доносить до нашего оппонента. Я здесь говорю про качество связи. И многие что делают? Они подключают какую-то дешевую IP-телефонию и пытаются сэкономить, а на самом деле, получается, стреляют себе в ногу. Потому что, исходя из того, что качество связи у них занижается, то и конверсия с таких звонков у них тоже занижается. Поэтому не экономьте на качестве связи, если вы работаете с клиентами по телефону. Старайтесь сделать так, чтобы ваш коммуникативный канал и то качество связи, которое вы доносите клиенту, были на самом высоком уровне. И еще здесь важно очень заметить фоновые шумы, которые также влияют на работу с клиентами. Но представьте сами себе ситуацию, когда вам звонят из какого-то колл-центра, и вы помимо того голоса, который есть у менеджера, слышите еще и дополнительные голоса, и просто у вас включается механизм защиты, вы понимаете, что вас здесь обрабатывают. Поэтому тоже очень важно, чтобы когда менеджер или продавец общается с клиентом по телефону, он это делал в тех условиях, где нет никаких посторонних фоновых шумов. Ну, еще смешно выглядит, когда с вами, например, разговаривает менеджер по телефону, а у него на заднем фоне плачет ребенок или где-то лает собака. Это тоже, конечно, в продажах нам результатов не прибавляет. Третий важный аспект – это скрипт.
а точнее тот сценарий, по которому вы разговариваете со своим клиентом. Ну, конечно, это большая тема, и на нее я запишу в будущем отдельное видео, поэтому обязательно подпишитесь на мой канал для того, чтобы это видео не пропустить. Но сейчас давайте я выделю несколько важных позиций, которые помогут вам этот скрипт улучшить. Ну, первое, конечно, в скрипте нужно заложить человечность, ведь никому неприятно общаться с роботом, который говорит по телефону, и у многих людей это сразу вызывает отторжение или защиту. Поэтому должна быть определенная степень свободы, если вы работаете по какому-то сценарию или скрипту продаж, который используете в общении с клиентом по телефону. И делайте это таким образом, чтобы человек не чувствовал того, что вы этому сценарию придерживаетесь. Второе. Это увиливание от вопросов. Вот многие настолько начинают следовать этому скрипту, что когда клиентам начинают задавать какие-то вопросы, которые не входят в эту стратегию, они начинают теряться, и это очень смешно на самом деле выглядит. Поэтому, друзья мои, если клиент вам задает какие-то вопросы, ну уже век впаривания он прошел. Вы слушаете человека, с которым вы общаетесь, и отвечаете на те вопросы, которые он вам задает. Будьте человечнее, поставьте себя на место этого клиента и представьте, что с вами общаются таким образом, как вы это делаете. И вот теперь через этот фильтр пропустите свою коммуникацию. Следующее, что поможет вам улучшить скрипт, это попадание в потребности. Многие допускают эту ошибку. Они начинают сразу сходу презентовать свой товар, даже если у клиента еще потребность не сформирована. Но так уже никто давно не продает. Прежде чем презентовать свой товар, выясните потребность, есть ли она у этого человека. И если она есть, только после этого начинайте делать эту презентацию. Таким образом, вы будете работать более эффективно и избежите очень большого потока негатива. Следующее, что поможет вам улучшить ваш скрипт, это так называемая карта возражений. Но на самом деле, ведь, смотрите, все возражения, они у клиентов четко сегментированы. И порой, написав себе конверсионные ответы на лучшие возражения клиентов, вы можете значительно улучшить свою коммуникацию. Но давайте под этим видео я вам оставлю ссылку на скачивание своей книги и скриптов, где вы сможете выбрать лучшие ответы на возражения и потом их использовать в телефонном общении. Ну и еще один такой очень важный аспект – это подтверждение договоренности, потому что многие об этом не помнят. Что такое подтверждение договоренности? Ну вот после того, как вы с клиентом поработали и достигли какого-то результата в телефонном общении, вы обязательно еще раз проговорите по телефону те договоренности, которые были достигнуты. Для чего? Для того, чтобы придать вес вашему взаимодействию с клиентами. И не забывайте об этом. Это также повысит конверсию вашего скрипта. Следующий очень важный момент – это цель, с которой вы общаетесь с клиентом по телефону. Будь то холодный звонок или обработка входящего звонка, вам нужно понимать, что вы хотите добиться от своего клиента. Но многие здесь могут сказать, ну как, что я хочу добиться? Я хочу продать, да, своему клиенту. Но на самом деле продать по телефону очень и очень сложно. Поэтому используют такой конверсионный элемент, как целевое действие. Ну какое целевое действие может быть? Например, это заполнение брифа или, может быть, встреча с клиентом, или отправка коммерческого предложения, ну и так далее, и так далее. Для каждой ниши свое целевое действие. И, по сути дела, работая с клиентом, вы не стремитесь ему продать свой продукт, вы стремитесь его закрыть именно на это целевое действие. И в этом и заключается ваша задача. И еще есть такой момент, который называется информирование. Особенно эта ошибка часто встречается при обработке входящего звонка. Когда, например, вам звонит клиент, а вы начинаете отвечать на его вопросы, тем самым информируя о своих товарах или услугах. Нет, коллеги, здесь тоже вы заблуждаетесь. Почему? Потому что ваша цель именно закрыть клиента на целевое действие, а не его проинформировать. Поэтому, когда говорите со своим клиентом, всегда держите это целевое действие в своей голове. И если, например, у вас целевое действие назначить встречу, то вы можете этим целевым действием, по сути дела, закрывать любые возражения, которые будут возникать у клиента. Например, он говорит, мне надо подумать. Вы говорите, ну, поэтому я и предлагаю вам встретиться, чтобы все вам рассказать, и вы могли подумать. Или, например, мне надо посоветоваться. Поэтому я и предлагаю встретиться для того, чтобы вам все рассказать, и вы могли посоветоваться. Например, это дорого. Вы знаете, поэтому я и предлагаю встретиться для того, чтобы понять, какие условия мы можем предложить, ну и так далее. Поэтому, когда вы общаетесь с клиентом, держите в своей голове целевое действие. И еще, здесь очень важно, чтобы у вас была стратегия по ушедшим клиентам. Что такое стратегия по ушедшим клиентам?
Если говорит клиент вам: я хочу подумать, если он хочет посоветоваться, то есть он выходит из телефонного контакта, как минимум нужно взять у него контакты за какую-то ценность для того, чтобы поместить его в свою базу и продолжить с ним работу. Это тоже повысит значительно ваши результаты продаж. Следующий очень важный момент – это продукт, который вы продаете, а точнее конкурентные преимущества вашего продукта. Сейчас время ускорилось, и никто не хочет слушать долгих презентаций, поэтому вы должны четко знать самое главное конкурентное преимущество, которое будет у клиента вызывать интерес для дальнейшего с вами общения. А что для этого нужно сделать? А для этого нужно просто поставить себя на место клиента и осуществить так называемый бенчмаркинг, обзвонить, например, несколько ваших конкурентов и потом уже проработав свой продукт, выявить там какое-то позиционирование или какие-то бонусы, или какие-то еще дополнительные выгоды, при помощи которых клиент захочет слушать о вашем продукте дальнейшую презентацию. И многие об этом забывают и пытаются работать при помощи каких-то стандартных презентаций, всем рассказывая одно и то же. Это уже не работает в современном мире. Поэтому всегда старайтесь найти свою уникальность и какую-то выгоду, которую может дать ваш продукт клиенту. И в первую очередь проговорите ее для того, чтобы клиента зацепить для дальнейшего общения. Ну, либо еще, да, многие что делают? Они забывают о именно интересах клиента и пытаются в телефонном разговоре лоббировать свои интересы. Ну, к примеру, да, вы звоните какому-нибудь руководителю и начинаете рассказывать, какой у вас хороший продукт. А ведь вместо этого можно сказать: здравствуйте, мы бы хотели предложить вам, например, сократить издержки или увеличить прибыль. То есть, смотрите, я говорю это в контексте выгод, которые есть у клиента, сразу попадая в его основные потребности. И кто от этого откажется? Кто откажется от сокращения издержек? Кто откажется от увеличения прибыли? Ну и так далее. То есть встаньте в ботинки своего клиента, подумайте, что будет этому клиенту интересно, чем вы сможете его зацепить, и говорите об этом в первую очередь. Следующий очень важный аспект – это сопутствующие материалы. Зрительный нерв в 50 раз толще нерва звукового. Поэтому, если вы общаетесь с клиентами только по телефону и не задействуете другие коммуникативные каналы, например, такие как зрение у клиента, то шансы на продажу у вас будут значительно ниже. Именно поэтому в поддержку телефонного звонка у вас должны быть дополнительные продающие материалы, коммерческие предложения, презентации вашей компании, какие-то видеоролики, отзывы, лендинги, ну и так далее. Что-то такое, что поможет вам вызвать у клиента заинтересованность при помощи зрительного канала коммуникаций. И в телефонном разговоре с клиентами вы не всегда можете полностью рассказать свой продукт или, например, рассказать отличия от конкурентов. И здесь очень хорошо работает, например, та же самая продающая презентация, где кратко вы перечисляете свои характеристики вашей компании и продукта и показываете, чем вы отличаетесь от других компаний, которые есть на рынке. И после того, как вы с клиентом по телефону пообщались, вы предлагаете ему, например, эти материалы отправить для ознакомления. Конечно, такие сопутствующие материалы будут повышать конверсию вашего звонка и вашу результативность. Поэтому подумайте, что вы можете дополнительно еще клиенту отправить или предложить с чем-то ознакомиться, чтобы поддержать ваше телефонное общение. Следующий очень важный момент – это персонализация. Особенно важен этот момент, если вы работаете на исходящих звонках и осуществляете холодные звонки клиенту. Я даже не буду говорить в этом видео про формальные фразы, которые говорили до вас там сотни других менеджеров. Хотим предложить вам сотрудничество, у нас для вас есть интересное предложение, уникальные условия, ну и так далее, так далее, так далее. От этих рудиментов, конечно, нужно сразу избавляться. Я говорю про то, чтобы вы не были похожи на спам-сообщения. А для этого нужно узнать имя, например, должность своего клиента, посмотреть его сайт, сделать какие-то предварительные анализы, например, его организации, ну и так далее. И когда вы будете уже общаться с этим клиентом, вы уже можете на эти факты персонализированно опираться. То есть, например, сказать: Иван Иванович, я провел анализ вашего сайта. Иван Иванович, я посмотрел там вашу страницу в Инстаграме. Я увидел это. То есть покажите клиенту, что это не спам-звонок, что этот звонок персонализирован, и вы уже прошли какой-то определенный путь в интересах клиента. И
еще, самое главное, ответьте себе, пожалуйста, на один очень важный вопрос. Почему вас должны слушать? Почему вас должны слушать? И первый ответ на этот вопрос – говорите клиенту в самом начале вашего общения. То есть, когда вы работаете на исходящих звонках, вы должны продать сам факт телефонного разговора, чтобы человек заинтересовался и начал вас слушать. Поэтому пока вы себе на этот вопрос не ответили, к телефонным продажам, к исходящим и холодным звонкам переходить вам еще рано. Девятый важный момент – это инициатива. Если вы работаете со своим клиентом по телефону, вам важно помнить о том, что вы должны держать инициативу этого разговора. И сделать это не так сложно. Для этого достаточно после каждого своего утверждения задавать какой-то вопрос своему клиенту. То есть, к примеру, задает он вам какой-то вопрос, вы на него отвечаете и сразу задаете свой вопрос. Таким образом, вы будете поддерживать и моторить инициативу разговора с клиентом и вести ее в то русло, которое будет вам выгодно для осуществления ваших продаж. И еще, здесь важно поговорить о том, как работать с ценой. Это тоже очень важный аспект, потому что большинство клиентов, например, которые осуществляют входящие звонки, они в первую очередь интересуются тем, сколько это стоит. И вот здесь тоже частая ошибка является то, когда менеджер выпаливает сразу цену, клиент говорит спасибо и начинает обзванивать другие организации. Вот здесь очень важно зацепиться за эту цену и начать задавать вопросы выявления потребностей. Для этого, например, можно использовать такую технику, как назвать, например, цену от, а потом сказать, а скажите, пожалуйста, и дальше задать вопросы выявления потребностей. Или, например, наполнение ценности. То есть сначала вы перечисляете характеристики и выгоды вашего продукта, а только потом говорите цену. Либо, например, использовать такую характеристику, которая называется проезд цены. Это когда вы, например, называете цену своему клиенту, а потом ее проезжаете. Да? То есть, например, задаете ему какие-то вопросы. Например, скажите, пожалуйста, там, в течение какого времени вам требуется поставка, ну и так далее. То есть после цены задаете сразу какой-то вопрос из другой области. Вот эти три очень простые техники, они позволят вам правильно работать с клиентами по цене. Ну и следующее, о чем очень важно сказать, это о техниках активного слушания. По телефону они имеют критически важное значение, и когда я провожу анализ звонков при подготовке, например, к корпоративному тренингу по продажам, я очень часто вижу эту ошибку у менеджеров, особенно тех, которые работают уже давно в продажах. Они перебивают клиента, они не дают ему до конца высказаться, они неправильно поддерживают беседу невербальной интонацией, социальными звуками, ну и так далее. Тема эта очень-очень обширная, и давайте я ссылочку на видео по активному слышанию оставлю в описании, для того, чтобы вы могли с этими техниками ознакомиться. Ну а также для вас специально я приложу два чек-листа. Первый чек-лист — это как раз будет чек-лист по активному слушанию, и второе, я вам дам пример эффективного скрипта входящего звонка, который вы сможете взять и адаптировать под свои цели. Ну и третье, давайте будет карта работы с возражениями. Я вам дам чек-лист 90 ответов на возражения клиента, которые вы тоже сможете использовать, когда будете общаться с ними по телефону. Для того, чтобы получить вот эти три чек-листа по активному слышанию, скрипт входящего звонка и карту работы с возражениями, вам нужно всего лишь будет поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал и оставить любой комментарий, потому что это очень важно для продвижения таких видео, вы и сами это знаете. А после чего переходите по ссылке и скачивайте, пожалуйста, эти материалы и пользуйтесь ими на здоровье для увеличения продаж. Ну что ж, дорогие друзья, благодарю вас за то, что посмотрели мое новое видео по работе и по продажам по телефону. Желаю вам больших успехов в вашей трудовой деятельности, больших вам продаж и всего вам доброго.